Всем добрый день, вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и сегодня по вашим просьбам я покажу построение трикотажных брючек. У нас будут брючки практически облегать по верху и совершенно прямые к низу. Мой трикотаж можно назвать без стрейч, потому что тянется в обе стороны, но по длине он тянется немного меньше. Кстати, эту блузку мы шили с вами в предыдущем видео, найдите и шейте вместе со мной. Я сейчас блузочку приподниму, вот так булавочкой заколю, чтобы она нам не мешала рассмотреть брючки. Манекен, к сожалению, не моего размера. У меня и два манекена женских, то есть один больше моего размера по бедрам, а второй меньше. Но я решила, что для демонстрации этих брючек покажу на меньшем манекене. Но на мне эти брючки сидят вот так, то есть они меня облегают по верху, и вниз они просто вот так по прямой не спадают. Резиночка на талии, резиночка 1,5 сантиметра у меня шириной. Ну и в принципе давайте приступим к построению. Я сейчас опять же булавочку уберу, чтобы мой костюмчик не мялся и не деформировался. Итак, мы с вами начинаем. От верхнего края листа для удобства я отложу 2-3 сантиметра и провожу прямую линию. Теперь от этой верхней линии вниз мы должны с вами рассчитать, сколько нам нужно на свободу и на резиночку. То есть мы с вами берем нашу высоту сидения и прибавляем, но я в этом случае прибавляла 4 сантиметра. 1 сантиметр для свободы, ткань трикотажная, в принципе, больше и не нужно. И 3 сантиметра на резиночку. То есть я сказала, резиночка у меня 1,5 сантиметра. То есть резиночку умножаем, ширину резиночки умножаем на 2 для цельнокроенного пояса. Значит, получается у меня 26 сантиметров высота бедер. То есть я сейчас, кстати, буду называть не свои цифры, потому что у меня моя штанина в эту ширину не войдет. У меня, я взяла обхват бедер 90 и высота сидения 26. Значит, 26 я прибавляю 1 на свободу и 3 на резиночку, у меня получается 30 сантиметров. От верхней линии вниз я откладываю 30 сантиметров и также провожу прямую линию через эти точки. Теперь, давайте определим, что вот это у нас, то есть выделим сейчас вот так вот край листа, чтобы вам было виднее. Если вы кроите на ткани, то это у нас будет срез. От среза или от края вот сюда мы с вами откладываем 1/10 обхвата бедер. По нижней линии и по верхней линии я тоже откладываю 1/10 обхвата бедер. И соединяем эти две точки прямой линией. Теперь мы должны с вами рассчитать прибавку. Эта прибавка у нас будет и на свободу, и на швы, поэтому будьте внимательны. Вы должны определить, насколько у вас тянется ткань. Если вы не уверены в своей ткани, возьмите прибавку больше. То есть возьмите максимальную прибавку для трикотажа 10 сантиметров к обхвату бедер. В крайнем случае вы потом всегда можете вот здесь, в этих местах, убрать лишнее. Значит, я прибавлю 6 сантиметров, потому что ткань у меня достаточно достаточно хорошая, но я вот к этим штанам прибавляла 4 сантиметра, и у меня прям хорошо облегают брючки. Если вы не хотите, чтобы они облегали, а хотите хотя бы пару сантиметров свободу, берите 6-8 сантиметров, и опять же, зависит от вашей ткани, от растяжения, от растяжимости. Бывает такое, что ткань тянется хорошо, но при этом она выглядит там, где растянуто, некрасиво. То есть бывают там просветы, какие-то резинки, еще что-то. То есть, некрасиво, да. Поэтому, конечно, лучше не делать такую ткань в обтяжку. У меня действительно ткань хорошо тянется и нет никаких просветов, но она не будет выглядеть, если ее сильно-сильно натянуть. Тем более у нас брюки к низу будут свободными. Если шить леггинсы, то да, там ткань достаточно плотная и, конечно же, и прибавки там, можно вообще прибавки не делать, и будет замечательно. Значит, смотрите, что я делаю. Я беру к обхвату бедер 6 сантиметров. Допустим, у меня 90 сантиметров
обхват бедер. Прибавляю 6 и делю пополам. Вот от этой линии и соединяю опять же эти две точки прямой линией. Теперь уже от этой линии я откладываю 1/20 обхвата бедер. Если это 90, то получается 4,5. Ну и также здесь. Провожу вот эту линию и до конца, что, ну, получается, что это у меня уже будет второй срез моих брючек. Повторяю, брючки будут совершенно прямые, вот эти линии останутся у нас неизменными. Если вы захотите их заузить, то можно вот здесь вот немножко заузить. Если вы захотите расширить, то вам нужно тогда больше. Ну, то есть, если брючки хотите какие-то расклешенные. Мы шьем прямые брючки. Далее, не забываем, что у нас линия по переду должна быть ниже, в среднем на 5 сантиметров. Кому-то больше нужно, кому-то меньше. Тут зависит от того, есть ли у вас животик. Если у вас, допустим, есть животик, ну, я, в принципе, знаете, и у меня и был животик такой достаточно хороший, я все равно откладывала 5 сантиметров, и хорошо мне сидели брюки. Поэтому тут, в принципе, ну, если вы боитесь, отложите 4-3 сантиметра. В крайнем случае, потом можно всегда будет срезать. Я откладываю 5 сантиметров именно по переду и соединяю вот сюда, с этой точкой, то есть прямой линией. Теперь мы с вами откладывали 3 сантиметра на резиночку. Давайте прорисуем их сразу, чтобы было понятно, где у нас будет резиночка. Главное, что вот эту линию не вырезать. Можно на ней прям написать резинка. Так, резинка. Ну и теперь нам нужно закруглить вот эти места. Вот это вот место, то есть по переду, я просто делаю вот так вот плавненько. Ничего тут не высчитываю. То есть вот это вот место, вот это расстояние должно быть не более 2,5 сантиметров. Ну вот у меня как раз получилось 2,2. Дальше. Что касается по переду. То есть смотрите, вот у нас получается линия. Я ее сейчас пожирнее вырежу. Вот так у нас получается. Мы будем вырезать именно вот сюда. Дальше мы вырезаем вот сюда. Вот эту линию приблизительно делим на 3 равные части. Вот у меня, ну, приблизительно 10 сантиметров, потому что здесь у меня 30. И теперь вот так, опять же, плавной линией я соединяю вот эти две точки. Вот здесь, ну, тут тоже зависит от размера. У меня получается, на моей фигуре, получается где-то 5,5-6. Здесь, так как бедра у нас 90 сантиметров, получилось 4,5. Ну, то есть 4,5-5 нормально будет, даже 4 будет нормально для таких бедер. Ну, и опять же, вы при примерке можете эту линию всегда вот так вот срезать. Да? То есть вы всегда можете, если тут что-то будет скапливаться сзади, вы всегда можете ее подровнять. Дальше. По верхней линии я откладываю, ну, для трикотажных брючек 1,5-2 сантиметра вполне хватит. Я откладываю 1,5 сантиметра и соединяю вот с этой точкой 10. Вот, точка 10. Все, вот они пошли мои брючки, то есть задняя половинка брюк. Выделим пожирнее, чтобы она отличалась у нас. Так, и вот сюда. Я надеюсь, отличается, да? Синее с синим. И, в принципе, наше построение готово. Еще раз повторяю, что касается низа брючин, то есть я оставляла себе, для себя эти линии прямыми, вы же можете расклешить или заузить. Это ваше дело, да, ваше желание. Что касается верха, в принципе, тоже все понятно. Резиночка, передняя половинка, задняя половинка. Но я сейчас вам расскажу один такой секретик, маленькая изюминка при построении брючек. Можно таких же, можно не таких же. То есть при любом построении брючек есть одна маленькая фишка. Если у вас нестандартная фигура, если у вас фигура, как у меня, например, присутствует животик, сейчас у меня уже меньше животик, а он у меня присутствовал достаточно так хорошо, и отсутствие как таковых бедер. То есть у меня не ярко выраженные бедра.
И что я делала? Смотрите, я сейчас возьму другой маркер, чтобы отличалось. Вот это расстояние я делала как 1/10 обхвата бедер. Но для себя я откладывала 1/10 обхвата бедер минус 1 сантиметр. Потому что у меня не ярко выраженные бедра. И этот 1 сантиметр я прибавляю вот к этой части. То есть здесь у меня было 1/20 обхвата бедер. И я прибавляю 1 сантиметр. То есть понятно, да? Если у вас есть животик, кто-то говорит, что сюда нужно меньше откладывать, если есть животик, чтобы животик вместился. Но смотрите, я расскажу такую фишку. Если у вас есть животик, вы прибавляете сюда 1 сантиметр. Что касается задней половинки, понятно, но все равно я сейчас вот так проведу красной линией, чтобы понятно было, да, чтобы отличалось. Значит, если у вас животик есть, то у нас, получается, вот эта часть двигается сюда. Сама вот эта часть, да, она сдвигается вот сюда. И что касается самого животика, чтобы он вошел, вот кто-то говорит, что здесь нужно делать меньше вот это расстояние, чтобы вошел животик. Но это неправильно. Почему? Потому что живот у нас начинается не отсюда, а отсюда. И вот как раз в этом месте, в районе банта, у нас собираются как раз вот эти вот складки. Если мы на животик добавляем, у нас вот здесь получается лишнее. Поэтому что я делаю? Вот эту линию я продляю дальше. И примерно, ну тут уже зависит от вашего животика, на 1, 1,5, 2 сантиметра. То есть вот здесь мы убираем сюда эту линию, да, а здесь мы с вами добавляем, ну, например, 1,5 сантиметра. И уже вот от этой части вот так мы с вами прорисовываем вот эту полукруглую линию. И отсюда мы добавляем сюда. Получается, что наш животик как раз вот сюда и войдет. Потому что животик у нас начинается не отсюда, а отсюда, да, повторяюсь. Ну и здесь тоже, если мы делаем сюда, убираем, то есть опять же у меня нет бедер, поэтому мне вот эту часть не нужно делать большую, чтобы у меня здесь была пустота. Ну если штаны такие, допустим, классические или прилегающие, то есть вот так. И я, конечно же, прорисовываю еще раз вот эту линию, опять же до точки 10, и сюда я ухожу опять же на 2 сантиметра. И это если у нас штаны трикотажные, еще раз говорю, да, если мы их делаем облегающие. Если у нас штаны свободные, то здесь я делаю, ну, до 3 сантиметров. Тут еще зависит от размера. Ну, понятно, да, с животиком, без животика, я надеюсь, понятно. Что касается низа, повторяю это еще раз, там делайте, что хотите. Расклешайте, заужайте, делайте короткими, то есть кюлоты, возможно, вы захотите, делайте максимально длинными и так далее. Я, кстати, в этом видео хотела еще показать, вернее, рассказать, как делать обработку, как удобнее делать обработку для такой ткани. Для начала я все срезы обработала на оверлоке. Но, в принципе, этого можно было и не делать, если, допустим, у вас есть двойная иголка, и если есть тоненькая паутинка. Я сначала делала подгибку, проложила туда паутинку, пригладила ее, она у меня прихватилась, и потом я уже строчила. Если у вас нет оверлока, вы строчите по этой подгибки двойной иглой. В принципе, тоже все там закроется, все срезы. Все замечательно, все классно. То же самое я делаю здесь. Это все легко делается. Здесь у меня примерно 1,2 подгибка, здесь 1,5 подгибка. Почему здесь меньше? Потому что горловина, она как бы выкроена по косой. И чтобы мне красиво выложить горловину, то есть чтобы она не фалдила, чтобы она не собиралась, ну, я вот сделала чуть меньше подгибку. В общем, на сегодня это все. Я очень надеюсь, что вам было все понятно. Если все-таки у вас остались вопросы, подписывайтесь в телеграм-канал и задавайте свои вопросы там. Там мне легче отвечать на ваши вопросы, потому что иногда вопросы требуют видео-ответы. В общем, на сегодня все. Всем пока, до новых встреч!